Всем привет! Давайте сегодня разберемся в одной очень мощной и, я бы сказал, строгой системе, которую используют профессиональные стратеги, чтобы проанализировать, практически любую сложную ситуацию. Это такой метод, который позволяет строить планы на твердом железобетонном фундаменте, а не на песке каких-то догадок. Вот задумывались когда-нибудь, почему так много, казалось бы, блестящих стратегий в итоге терпят крах? Очень часто причина кроется в одной и той же, я бы сказал, критической ошибке, в том, как мы вообще понимаем мир вокруг нас. Так что сегодня мы пройдем весь путь от этой самой фундаментальной проблемы до освоения профессионального решения. Вот наш план на сегодня. Итак, поехали. В чем же заключается самая распространенная ошибка? А в том, что анализ очень часто основывают на догадках. На догадках о том, что люди думают, что они чувствуют. И это, конечно, превращает любую стратегию в самую настоящую лотерею. Смотрите, чтобы не было путаницы, давайте сразу четко определим, чем этот метод не является. Это не анализ аудитории, это не исследование общественного мнения. И уж точно не попытка как-то описать или угадать общественное настроение. Все это субъективные вещи, которые, как правило, и ведут к провальным стратегиям. А вот теперь правильное определение. Операционная среда — это объективная структура ситуации. Это не то, что у людей в головах, а это вот те самые фиксированные, проверяемые условия, в которых приходится действовать. Представьте себе, это стены, пол и потолок комнаты, а не мысли людей, которые в этой комнате находятся. И вот мы подходим к ключевому принципу всей этой системы. Успешный план всегда строится на прочном фундаменте фактов, а не на зыбучих песках, мнений и уж тем более эмоций. Нужно мыслить как архитектор, который описывает конструкцию, а не как психолог, который пытается угадать настроение. Вот это, пожалуй, критически важный момент. Есть два разных вида анализа. Где мы действуем, то есть анализ среды, и кто в этой среде находится, анализ аудитории. Так вот, их ни в коем случае никогда нельзя смешивать. Сначала описываем архитектуру ситуации, и только потом отдельно думаем о людях. Давайте посмотрим на конкретные примеры, чтобы стало совсем понятно. Инфраструктура, регламенты, каналы информации — все это можно измерить, проверить, прочитать. Это допустимые факторы. А вот общественное недовольство или потеря доверия — это чистой воды интерпретации. Им нет места в анализе операционной среды. Окей, с теорией, я думаю, разобрались. А как это делать на практике? Как вообще проводить этот строгий анализ? Для этого существует специальная шестиуровневая модель. Это, можно сказать, такой чертеж, по которому можно описать любую операционную среду. Давайте быстренько пробежимся по каждому уровню. Итак, первый — информационный. Это про источники и каналы. Откуда люди получают информацию? Как быстро? Факт — 80% новостей потребляется через 3 телеграм-канала. Второй — процедурный. Это правила игры. Какие формальные шаги нужно сделать? Факт. Утверждение проекта требует визы 4 департаментов. Третий — правовой. Тут все ясно. Это законы и нормы. Четвертый — временной. Это ритм системы, дедлайны, циклы отчетности. Факт. Бюджетный цикл закрывается 15 декабря. Пятый — технический. Какие платформы, какие алгоритмы формируют среду. И, наконец, шестой — структурный. Это иерархия. Кто и где принимает решения. Вот эти 6 слоев вместе и дают нам полную объективную картину. Вся мощь этой системы, вся ее ценность держится на дисциплине. А дисциплина, в свою очередь, держится на одном единственном, но абсолютно незыблемом правиле. Вот вам классический пример того, как аналитики, скажем так, соскальзывают. Есть факт. Информация распространяется быстро. Это можно измерить. А вот вывод о том, что из-за этого люди, дескать, склонны к панике, это уже запрещенная психологическая догадка, скользкая дорожка. И вот оно, то самое офицерское правило. Это главный фильтр для любого утверждения в анализе. Если для проверки факта нужно залезть кому-то в голову, чтобы понять, что он думает или чувствует, все, этому факту здесь не место. Все просто и предельно строго. Хорошо. А что это дает на выходе? Какой практический результат у такого анализа? А он позволяет составить карту реальных структурных рисков, вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще об эмоциональных реакциях. Вот это сравнение, по-моему, идеально все объясняет. Вместо того, чтобы предсказывать туманный риск паники, мы фиксируем проверяемый фактор — высокая скорость искажения информации в каналах. То есть мы переходим от гадания к такому, знаете, инженерному анализу уязвимостей самой системы.
Так что же мы получаем в итоге? По сути, это не просто какой-то инструмент. Это совершенно новый способ смотреть на любую ситуацию. Он дает то самое прочное основание, на котором можно строить действительно надежные и устойчивые стратегии. И вот вам напоследок такой чек-лист для самопроверки. Хороший анализ операционной среды абсолютно стерилен от психологии. В нем нет никаких страхов, надежд, доверия. Каждый фактор проверяемый, и он просто описывает ограничения, а не подсказывает, что делать. Это нейтральная база для любого плана. И вот, наверное, самая главная мысль всего этого разбора. План, который построен на таком анализе, надежен. Надежен именно потому, что он не зависит от изменчивых настроений толпы. Он становится устойчивым к любым эмоциональным штормам, потому что основан на объективной реальности, на структуре самой среды. Ну и в самом конце вопрос, над которым стоит подумать. Если взять эту новую оптику и приложить ее к своей работе, к своей сфере, какие там есть жесткие, проверяемые, объективные правила игры, которые на самом деле и определяют все поле для маневра?